1,9. Штатная? Да. Ну, поехали. Как Гагарин. 8,22. 6,20. Он нас не должен износить ни туда, ни сюда. Но там может быть небольшое усиление, потому что улица. Но не очень большое. Я больше сейчас переживаю, что еще усиление трафика там может быть. Там большой город рядом. Ничего страшного. Узенькое горлышко, У нас толкаться. есть тормоза, у нас есть... Тормоза. Но мы можем затормозиться. Мы Ну можем да. обойти. Мы же сейчас у нас смотрели. Она под парусом тяжелее управляется, медленнее. Ну, в том смысле, что технически это больше времени занимает. А сейчас, считай, мы с тобой на велосипеде едем. По скорости. Здесь Марин как раз очень много. И вот с той стороны. Мгм. Но нам хотелось бы еще часик дальше пройти. Знаешь, как минимум часик, а лучше два. Ну да. Вот у нас, смотри, расстояние, вот так видишь, что сейчас он не смотри, в каждой Марине дети тренируются, да? Да. Ну потому что город там морской. Чем там еще заниматься? Зато у них есть 4 пальмы на весь город. И все домики такие одинаковые, как будто один человек строил. Прикольно выглядит. Удивительная у нас лодочка. В таком смысле? Она ощущение, что она после этого просыпается и разгоняет. Ощущение, что она утром тоже спать не будет. Вот мы сейчас идем, вот 5-8, 6, 5-8, 6. Без всяких парусов. Далмация. Вот южный регион Хорватии называется Далмация. И очень много далматинской музыки, далматинской кухни, далматинского всего, собак далматинских. Ну я только собак знаю, больше ничего не знаю. Хочу пройти мимо нее и потом зайти против нее. Окей. Понимаешь, что мне сейчас не понравилось? Что? Что она взяла, сама руль открутила туда, на 90 градусов, и стала жопу разворачиваться на 90 градусов. Сама. Ну, наверное... Я тебе говорю, сама. Смотри. Я руль гоню. Право, она очень плохо отзывается. Очень медленно это делает. Руль-то на месте? Вот сейчас он на месте. Хочешь, я сейчас просто кружочек по почету сделаю и попробую разобраться? Давай.
Солнце еще высоко, и как бы у нас вариантов только две бухты, дальше мы точно уже не пойдем. А поманеврировать, разобраться перед тем, как заходить в маленькую бухту, точно стоит. Мы здесь никому не мешаем. Но знаешь, что мне у нее очень нравится? Вот ее так оставила, она так и осталась. Она не стала его возвращать. Да, это странно. Я не поняла сейчас, что случилось. Потому что я же специально же сняла с автопилота, чтобы просто уйти назад. Может быть, она не сразу снимается, не Почему мы сейчас это узнаем? У нас сейчас с тобой ветра не так много. У нас сейчас с тобой ветра где-то 12 сейчас. Ну, я поправила защиту, но она не особо-то была. А я думаю, что это не в этом дело. Слушай, вот смотри. Сейчас мне нужно твое внимание и смотри со стороны, что происходит. Ладно? Вот я выравниваюсь против ветра. Теперь смотри, вот. Ручкой смотри. Опа. Нейтрально. Слышишь? Теперь смотри. Ручкой назад. Скорость 0,1, когда тормозила. А ты на руль смотри. Опа. А удержать его нельзя? Можно, нужно. Я просто моделирую сейчас Я ситуацию. Видишь? Опа. Что она делает? Ну, видимо, ее руль заваливает. И вот вопрос вот такой. Вот, видишь, что случилось? Хорошо, вот я сейчас держу руки. Смотри. А она продолжает. А руль всё. Ну, она продолжает движение. Смотри, куда она продолжает. Смотри, я руль держу. Этот же Мишка говорил, что она... Слушай, осторожно, чтобы у нас там ничего не отпало. Это просто волна бьет, да? Да. Видишь, как я заваливаю? Да, вот что. То есть чистого зада у нее нет. Объясните, на малом ходу, Но тут нас еще ветром, наверное, подворачивает. на малом ходу, нет, прямо. Ну, когда... Она ушла. Хочешь еще Да, раз? не, я верю тебе, я просто... Давай еще раз попробуем, я буду за все держать. Хочешь? Давай. Вот, я сейчас смотрю. Вот твоя поворота направо. Вот я разворачиваюсь, глубину у нас больше выше. Слушай, а если по ветру это остановить? Нельзя. Уже закрыть, чтобы швартовка против ветра. Я понимаю. И мне надо быстро вставать. Просто сравнить это играет роль в этой ситуации для поведения самого прям. Сейчас. Далеко. Вот смотри, я выравниваюсь. Вот на скорость. Вот у нас скорость потихоньку снижается. Чем меньше скорость, тем меньше управляемости лодки. Ты это знаешь, да? Перевожу. Не, подожди, мы еще не остановились. Подожди. Вот, я стою нейтрально. Опа. Щелчок. Нейтрально, правильно? Ждем остановки. Против ветра. Подожди. Сейчас я против ветра. Вот 0, вот я останавливаюсь. 1,4, 1,6. Я не останавливаюсь. Она уже, смотри, она не рвется. Это я тебе просто рассказываю. Да. Хорошо, давай, перевожу. Сейчас. Просто мне нужно тупо назад. Смотрим оборот.
Я держу. Смотрите. Я держу, видишь? Держу. Она не идет назад. Ее ветер, По-моему, нас сдувает. смотри, ее ветер сейчас носом двигает сюда. Поехали в Марину? Ну, поехали. Как будет? В Москву я не поеду. Ладно? Или вариант. Просто не факт, что там будет место. Там очень маленькая марина, и так, если там место занято, мы такие в пролете, а затвориться там нельзя. Я думаю, что это дело с винтом, наверное. От винта это еще возможно. Разные факторы. Надо в условиях попробовать. У нас сейчас с тобой делают фактор, у нас мало ветра, у нас 12 узлов. Будет больше ветра. Мало ветра. Я понимаю, что разные ситуации. Смотрим на это. Барыга у нас смотреть. Скорость воздуха нет. Сейчас я быстро засечу один удар. Ну, одна мили сейчас. 4 мили. И вот смотри. Сейчас мы против ветра туда идти будем часа полтора. 4 мили на скорость 4,5 в час. Ну, там люди, смотри. И вот, мы и якорь. Мы нам нечего. Не, во-первых, там их нет. Помнишь, что когда мурит, есть стационар. За глубиной следи, пожалуйста. 60. У нас еще есть время. Сейчас 6, у нас еще 22 часа. Просто у нас не очень много цепи. Если 12 еще норм, то на 20 уже не стоит рисковать. Поэтому речь. Поэтому я говорю, что Вдоль этого острова очень много всяких заливов, что-то найдем. Я думаю, будем идти. Да. Найдем свободное место, где нет других. Просто весь изрезанный. смотри. Парень, Нет, вот там. в принципе, смотри отсюда. Вот там вниз. И вон там буй. Вот смотри, чуть ближе к нам есть вот такая. Да. Она, смотри, она помельче. А Мгм. чуть подальше через этот мысик, она поглубже. Туда, куда поглубже идем? Вот смотри, тут 8. Я сначала туда, куда пошире, если можно. Да. К берегу. Здесь у нас 8. Здесь у нас начинается уже 4. Где-то вот здесь. Вот я сейчас сюда показываю. Какая хорошо. Пойду подготовлю там все. Нужно шкипить. Вот видишь, нас уже закрывает от ветра. Отлично! Я иду в соседнюю! Я пока изучаю! Вот смотри! Я сейчас поворачиваю туда. Херово ветер, понимаешь? Чтобы нас на берег не навалило. Пойдем изучим эту соседнюю быстренько.
Потому что за ночь ветер изменится. Вот смотри, глубины 7,4, 7,3. На тот бой иду. Или в следующую. Давай, хорошо. Пока 12. Мне тоже она нравится. Ну, в общем, меньше 8 у нас не будет, слышишь? Еще чуть вперед. Давай. Показывай мне рукой. Стоп! Назад! Поднимай! Отдавала? Нет! Отдавала? Нет! Поднимай! У нас нос, слышишь, очень резко повело туда. Постарайся очень быстро первый рывок отдать, ладно? Отлично, 6,3, 6,4. Я сейчас нос поворачиваю к ветру и начинаю тормозиться. Сбрасывай. Как она идет, показывай. Отлично.
Сколько ты выбрала? Тебе нужна двухскоростная лебедка сброса цепи. Или с лебедкой с быстрым сбросом. Да. Это Потому что я идеально захожу против Да, ветра. но мы не успеваем просто сбросить. Смотри, что сейчас я сделала. Я сейчас специально взяла люфт, специально, На время относа. зная, что нос у меня будет туда, чтобы она складывалась в одну кучку. И вот я, когда начала тебе орать, я прошла ту точку. Уже все. Я прошла точку, которую я запасом рассчитала, я начала орать. И в этот момент я не стала показывать куда. Ну, то есть, вот как, я рассчитала все грамотно. Но я не знаю, сколько ты цепи отдала цепи за это время. Ну, стоишь что-то. А вчера я поняла. Помнишь, я выходила, говорю, травой пахнет. Ты прям, знаешь, Дикие морские люди. а у нас, знаешь, вот то же самое происходит, когда на Родос приходишь, Земля у пахнет, тебя, земля имеет кучу у тебя запахов. прям минут за 7 начинается такое, знаешь. Вот. А я потом выходила в Куриховича, здесь у нас дизелем пахнет, что очевидно. А вот сюда выходишь, Пробуй. и тебе такой бабах. Вот сейчас там будет у нас немножко 17. У нас точно нейтрал? Абсолютно. Вот. Выключай давай камеру. Пока, все. Вы же не думаете, что на этом наш день закончился? Только мы заякорились и собрались выдохнуть, спустились внутрь переодеваться, и тут Ольга заметила, что появилась новая оранжевая лампочка, которой раньше не было. Оранжевая штука светилась на контроллере аккумуляторов. И, судя по иконкам, она символизировала, что аккумуляторы почему-то разряжены. Вольтаж показывал 12,4. Естественно, мне не могло прийти в голову, что мы 3 дня шли на аккумуляторах и не заряжали их. Мы активно использовали и холодильник, и свет в каютах, и насосы всякие, и я уж молчу про то, что огромное количество поедает автопилот. То есть расход был, вообще как будто мы к берегу пристегнуты. Учитывая, что мы постоянно моторили, у меня и в мыслях не было, что может что-то пойти не так. Но все-таки что-то не так пошло. На 3-й день под вечер мы поняли, что аккумуляторы у нас закончились. Стража, Господи, Лена, санчука тимоля масливу, на самому моторачевой. Ясно нет, слушай, ясно нет. Первой мыслью было позвонить брокеру, потому что он все-таки знает об этой лодке гораздо больше, владелец ему рассказывал, и с ним самая простая коммуникация. Но мне очень не хотелось с ним связываться после того, как он уехал, я уже просто не хотела ни в какие коммуникации с ним дальше вступать. И тут мне очень повезло, что Ольга знает сербский язык, и у меня есть номер телефона продавца яхты, таким образом мы смогли довольно оперативно с ним связаться, и он, собственно, нам дал пояснение, что для того, чтобы заряжался аккумулятор, оказывается, после заведения двигателя необходимо нажать на определенную кнопочку. А без этого зарядка аккумулятора от двигателя не идет. Неси сюда генератор. Ага. Таким образом, мы просто эти 3 дня никак не заряжали аккумуляторы. Для меня это совершенно непонятная история, как 4 старых аккумулятора, 2 из которых практически мертвы, могли протянуть 3 дня в наших условиях. Это очень странно, но факт. В прошлых видео я проверяла эти аккумуляторы, вы можете посмотреть, там не так все радужно. Кроме того, хозяин сразу сказал, что если мы хотим зарядить от двигателя, это будет очень долго.
То есть нужно прям вот моторить весь день, и тогда только аккумуляторы там зарядятся. Тогда я еще не понимала, почему, но впоследствии я поняла, что есть некоторые проблемы с мощностью, подаваемой от двигателя на аккумуляторы. Поэтому для экстренной зарядки хозяин порекомендовал сразу использовать генератор. Он сказал, что в принципе за час генератор должен забить эти батареи. Адаптер, который идет из турфазы, Есть. если ты нашла его, то Есть, есть. есть. Где-то он был. Вот фонарь возьми. Да, Да. подожди, я на ощупь знаю. И тогда мы через час уже все зарядим просто. А двигателя сколько он будет? А слушай, а он там настолько пьяный, что я даже еще не успел спросить. А двигатель говорит, что через альтернатор и все это долго. Смотри, открывать нужно. Вот этот, по-моему, нам вот этот, нет? А, да. Так, теперь тащи из каюты. Видишь? Да. Ну тащи тогда. С каюты. Ты же сложила электрический кабель. Да? Зачем? Посвети мне, пожалуйста. Просто Он не говорил, какое положение нужно поставить? вообще, это мотор он. Нормально? Слушай, вот ниже, ниже, ниже. Давай, тогда уже все. Ну теперь буду первый раз заводить генератор. Только знаешь что, передвинь его, чтобы ты не ударила руль. Просто вот так. Подожди, стой. Во-первых, давай я попробую. Тут камера разрядилась, но тем не менее с помощью Ольги и какой-то матери мы все-таки завели этот генератор. Я вообще до сих пор не понимаю, как он у нас тогда работал, почему он завелся, потому что по всем данным, которые я получила после, он тогда работать вообще не должен был. Это просто какая-то, я не знаю, магия. Мы совершенно не понимали, как он работает, никто из нас. И правильно включить мы его не могли, и вообще он нам зарядил лодку, ну просто совершенно чудом, потому что потом, после, когда мы пришли в Черногорию, оказалось, что с ним не все так просто. Это будет отдельная история. Он написал, что у тебя запасной бензин еще где-то. Да, конечно, я говорила, что всё. Смотри, я его написала. Он пишет, типа, сейчас позовет Евгения. Да нет, все в порядке, мы все нашли, уже все решаем, спасибо большое за помощь. Даже Евгений не объяснил Виктории принцип, как это работает. Поэтому мы вас это беспокоили. Сейчас все абсолютно ясно. Пожалуйста, не волнуйтесь, и еще раз вам большое спасибо. Он пишет, окей, значит, бензин для генератора есть еще в резерве в корме под якорем. Но он уже забыл, где у него якорь, неважно. Когда открываете, значит, из-под цепи от якоря на левой стороне в черной канистре. Я пишу, да, мы все нашли. Виктория очень довольна бродом, ну, кораблем, и очень, и действительно лодка в идеальном, в блестящем состоянии. Он пишет, ну, я не знаю там все ваши отношения между вами, все окей. Драгу Мие, то есть мне очень приятно. Что касается ее старости, ну, ее возраста, она действительно в очень хорошем состоянии. Хвала, мирно море. Я им пишу хвала. Просто, чтобы ты понимала всю эту историю, короче, он был всю дорогу уверен, что это Евгений покупает лодку. Потом он решил, что мы друзья, но все равно Евгений покупает лодку. Либо Евгений делает подарок мне. Потому что он даже представить себе не может женщину, которая покупает. Да. У них это очень... У них И это в он мозгу- уверен, что мы с Евгением очень близкие У люди. них это в мозгу не усваивается. Мне насрать, если честно. Ну просто, чтобы ты понимала, что даже когда ему прям в лоб говорит, что это брокер, причем это говорила и я, и говорил Женя, и говорили, блин, ему 85 раз, он все равно был уверен, что каких-то, да. Часа полтора, наверное, он нас подырчал,
подырчал у нас еще и двигатель. Кое-как зарядились, но, в принципе, полностью мы не могли уже дозарядить аккумуляторы от всех этих устройств. Уже до прихода в Черногорию у нас постоянно были такие, видно, что разряжается. Хотя вольтаж был нормальный, там 13,3, 13,4, но периодически эта оранжевая кнопочка снова загоралась и говорила, что что-то мы, не полные, мы бы еще подзарядились. Что и понятно, в таких условиях особо не зарядишься. Так что дошли как есть. Но если вы думаете, что на этом наш вечер наконец-то закончился, то вы снова ошибаетесь. Это было только самое начало. После того, как мы подзарядили аккумулятор, уже окончательно стемнело, и я отправилась спать, вымотанная целым днем перехода, а Ольга осталась в кокпите еще отдыхать с бокальчиком вина. Около 12 ночи Ольга меня подняла и сказала, что нас тащит. В смысле, якорь тащит. До этого мы ночью проводили относительно спокойно. Мы вставали каждые несколько часов по очереди, проверяли обстановку, проверяли, что все в порядке, и дальше ложились спать. То есть прям сидеть и следить мы не сидели и не следили. Мы тогда еще не знали, что на яхте есть якорная сигнализация, а приложение, которое сигнализирует о подвижках, я тогда тоже не слышала. Поэтому, соответственно, остается сидеть и ждать, если нас сорвет. Но по прогнозу, смотри, ветер стихает. Но прогноз не всегда точен на 100%. Соответственно, сидим здесь и будем работать. И если нас срывает, быстро выбираем цепь и уходим. Правильно или неправильно? По приборам? У нас здесь, подожди, у нас здесь нету никаких. Не, вот здесь. Вот. А дальше нам нужно просто, я надеюсь, что телефон зарядили, сейчас надо проверить. Мы завели двигатель и приготовились сниматься с якоря, чтобы переставиться, либо вообще что-то делать. Мы поняли, что здесь при текущем ветре довольно проблематично будет распластать цепь так, чтобы нас не задело ни об какие стены в этой бухте. А когда цепи недостаточно, нас начинает тащить. Было принято решение вахтовать. Так как я уже немного поспала к этому моменту, Ольгу я положила спать, и мы договорились, что через несколько часов я ее разбужу. Но я понимала, что на утро нам выходить в дорогу, продолжать путь, и мне нужен капитан с ясной головой, выспавшийся, и мною можно пожертвовать в данной ситуации, потому как я не самое важное звено. Поэтому Ольгу будить я не стала, досидела, в общем-то, уже до утра. Тем не менее, Ольга отказалась спускаться в каюту, она укуталась в спальник и спала в кокпите. Периодически поднимая голову, проверяя, что я не сплю, проверяя, что мы еще живы, у нас еще не разбило о камни. И я вам скажу, это была самая страшная ночь за весь мой опыт яхтинга. Ничего страшнее пока что еще со мной не случалось, чем эта ночь. Ветер периодически менялся, и нас тащило то на камни, то наоборот на скалу, которая была с другой стороны. Я в тот момент еще не очень понимала, какую злую шутку с нами может играть темнота. Наш человеческий мозг совершенно не приспособен к тому, чтобы ориентироваться в полной темноте. А темнота была кромешная. Не было ни луны, были только звезды, которые не давали никакого света. От нас освещения тоже не было. Я периодически брала фонарь, светила на эту скалу, но тени создавались от этого фонаря такие, что я вообще не понимала, где я нахожусь. И было так близко, и было так страшно, что я просто каждую секунду ждала удара по дну, потому что мы уже подходили на глубины 4 метра. А я понимаю, что глубиномер, он установлен чуть ближе к носу, а к скале мы были чуть ближе рулем. И я всю ночь прям сидела как на иголках. Периодически сообщала Ольге, что все, хана, нас скоро разобьет точно. Но Ольга говорила, все окей, все в порядке, все нормально. Не нервничай, сиди дальше, смотри. Я и сидела и смотрела. Под утро, когда уже забрежил рассвет и стали более-менее понятные очертания, расстояния, я уже позволяла себе немножко поспать. Потом ветер сменился, нас в другую сторону понесло. И очень мне хорошо запомнился вот этот такт, когда ветер подует, мы на цепи натянемся, а потом отыгрываем чуть-чуть назад. И вот эти моменты, мне не нужно было даже смотреть на скалу, я уже хорошо понимала, в какой момент, в какой момент, где мы находимся и куда мы повернуты. И я просто смотрела на небо и чувствовала, в какой момент, где от меня эта скала. И это прям было такое ощущение животного ужаса, которое очень хорошо мне запомнилось.
Когда более-менее рассвело, Ольга проснулась, мы подняли якорь и тут же удрали из этой бухты.